США применяют армию, терпение Трампа лопнуло. Мир замер в ожидании. Белый дом согласен на ядерный удар. Кнопка в руках у Трампа. Кто и когда его нанесет, и какие главные цели, и какова вероятность. Американские компании обстреливают. Какой диктатор лично отдал приказ и что сейчас с ним будет? Реакция Вашингтона. Опасность для большинства россиян. Северная Корея готовит шаг, который перевернет все, что было до этого. Мир получил шанс выжить. Долгожданное лекарство спасет человечество от смертельной болезни. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Ночь на 20 июня стала одной из самых тяжелых для Одессы с начала войны. По городу нанесено более 10 ударов дронами камикадзе. Один из них полностью уничтожил 4-этажный жилой дом. Обрушились перекрытия, стены, под завалами находятся люди. Возник мощный пожар, охвативший все строение. В результате попадания ударного беспилотника вспыхнул масштабный пожар, буквально уничтоживший жилую 4-этажку. Обрушились перекрытия и стены, под завалами могут находиться люди. Экстренные службы работают. Мэр города сообщил, что спасатели вытащили из огня 3 человек. Еще 6 были эвакуированы, но при тушении конструкция рухнула прямо на сотрудников ГСЧС. 3 пострадали, сейчас они в больнице. Особо досталось 23-этажному жилому дому. Пылают 3 верхних этажа с 18 по 20. Эвакуированы 600 человек. Из одной квартиры спасли 3, в том числе 2 детей. Тем временем в Харькове оккупанты атаковали Шевченковский район. 8 ударов беспилотниками, 3 раненых, среди них 2 девочки 12 и 17 лет. Партнеры Путина продолжают воевать с американскими компаниями в прямом смысле. Иран выпустил как минимум 3 баллистические ракеты по Израилю, и одна из них попала на парковку рядом с офисом Microsoft в городе Беэр-Шева. Загорелись машины, осколками выбито стекла. Все это в нескольких километрах от стратегической авиабазы Неватим. По сообщениям в медиа, пострадали не менее 18 человек. Израильская армия заявила, что одну из этих ракет удалось перехватить, но обломки вызвали пожар и повредили жилые дома. Это не прокси-атака руками хуситов или Хизбаллы, это прямой удар с территории Ирана с прицелом на израильские города и военные объекты. Тем временем в Иране продолжаются удары по ядерной инфраструктуре. Цахаль проводит операцию «Львиный народ», уничтожая центрифуги, склады и исследовательские центры, которые участвуют в иранской ядерной программе. Цель Израиля официально озвучена. Вопрос о замене этого режима или его крахе – это прежде всего вопрос иранского народа. Заменителя этому нет, и поэтому я не ставил это целью. Это может быть результатом, но это не заявленная или официальная цель. На слухи о возможной ликвидации верховного духовного лидера Ирана отреагировали в России, которая считает себя их партнером, видимо, до сих пор. Если случится так, что Израиль с помощью США убьет аятоллу Али Хаменеи, как отреагирует Россия? Очень негативно, очень негативно. Мы будем решительно это осуждать. Это вызовет какие-то действия? Ну, на самом деле, это приведет к действиям внутри Ирана. Иранское общество очень хорошо организовано и сплоченно. И это приведет к росту экстремистских настроений внутри Ирана. И тем, кто об этом говорит, следует иметь это в виду. Они откроют ящик Пандоры. А президент США Дональд Трамп не исключает участие американской авиации в ударах по Ирану, но пока отложил это решение на 2 недели. Вместе с тем, США рассматривают ядерный удар по Ирану, и это уже не слухи. В Белом доме обсуждают возможность атаковать ядерный объект в Фордо, который зарыт на глубине 90 метров и защищен так, что обычные бомбы могут его не достать. В ход может пойти тактическое ядерное оружие, правда, это решение уже встречают протестами в Соединенных Штатах.
Это особый вызов для Трампа, поскольку большая часть его предвыборной кампании изначально была построена на идее, что он будет избегать внешнеполитических конфликтов. Поэтому я думаю, что есть серьезные вопросы не только о том, является ли для нас разумным шагом военное вмешательство, но и о том, во что это нас втянет. Кроме того, в лагере Трампа и в республиканской партии существуют серьезные разногласия по поводу того, к чему именно это приведет. Источники Fox News говорят, военные не уверены, что даже сверхмощная противобункерная бомба пробьет иранские объекты. Хотя официально Вашингтон отрицает ядерный сценарий, внутри команды Трампа эта тема обсуждается все жестче. Иран имеет все необходимое для создания ядерного оружия. Все, что ему нужно, это решение верховного лидера. На производство такого оружия уйдет несколько недель. И это, конечно, станет угрозой существованию не только Израиля, но и Соединенных Штатов и всего мира. И весь мир, включая такие страны, как Россия, согласен с тем, что Иран не должен и не может получить ядерное оружие. Источники The Guardian утверждают, что американские военные не сомневаются в том, что можно будет обойтись и без ядерного взрыва. Таким образом, в информационной неопределенности продолжаем следить за темой дальше, а вы не забывайте оставлять свое мнение, свое видение развития событий на Ближнем Востоке дальше в комментариях под этим видео. Сейчас хочу обратиться к нашим подписчикам, ведь это именно они решают, узнает ли об этих новостях еще большее количество людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост и каждый комментарий длиннее 6 слов. И каждый раз, когда вы досматриваете видео до конца, все это помогает продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнает правду именно благодаря вам. Спасибо за то, что остаетесь с Нехта, и продолжаем. Армия в законе. Нацгвардия будет легитимно применена в Лос-Анджелесе. Апелляционный суд США разрешил Дональду Трампу использовать Национальную гвардию Калифорнии для подавления протестов. Решение сразу вызвало бурю споров. Судьи из Сан-Франциско сочли, что действия президента, вероятно, укладываются в рамки закона. Это промежуточное решение, и штат Калифорния уже готовит апелляцию в Верховный суд. Тем не менее, сам Трамп назвал решение большой победой. Большая победа в апелляционном суде 9-го округа по вопросу ключевых президентских полномочий – призыву Национальной гвардии. Судьи, очевидно, поняли, что Гэвин Ньюсом некомпетентный и не готов к вызовам. Но дело не только в нем. Это решение имеет значение для всей Америки. Если нашим городам и людям нужна защита, а местная полиция не справляется, именно мы должны прийти на помощь. Массовые протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули после волны арестов мигрантов. В городе было задержано не менее 118 человек. Протестующие обвинили Трампа и вице-президента Джей Ди Венса в наступлении на права человека и декларативной войне мигрантам. Пока Запад говорит о санкциях, Россия и Северная Корея молча строят боевой тандем. По данным японских журналистов, Пхеньян может отправить в Россию до 25 тысяч человек учиться управлять и собирать ударные беспилотники. И не где-нибудь, а прямо на заводе «Герань» в Елабуге, том самом, чьи дроны потом летят на украинские города. КНДР якобы уже согласилась отправить в Курскую область 1000 саперов и 5000 строителей, официально восстанавливать инфраструктуру, неофициально готовиться к долгой войне. Мы поговорили с военным экспертом, спикером украинской добровольческой армии о том, как эти люди могут изменить ситуацию на фронте. Некоторых предпосылок к тому, чтобы мы могли говорить, а вот под видом северокорейских рабочих приедут северокорейские бойцы. Ну, нет смысла северокорейцам это уже особо скрывать. С другой стороны, афишировать это как бы не обязательно, ну и скрывать тоже. А вот что касается, скажем так, производственных процессов, да, вполне вероятно, рабочая сила дешевая, рабочая сила дисциплинирована, а рынок труда на России сегодня в связи с российско-украинской войной испытывает огромный дефицит. Поэтому вполне допускаю, что это является действительно основной версией, почему-то эти там 1000 северокорейцев прибудут для того, чтобы собирать дроны. Под строителями, я думаю, как раз приедут те, кто может и будут сооружать соответствующую фортификацию.
Будет ли эта фортификация только на территории Российской Федерации? Вот здесь очевидно, что можно допускать вот эти оборонительные какие-то сооружения могут строиться и на временно оккупированных украинских территориях в том числе. Цифры говорят сами за себя. Россия сейчас выпускает около 2000 дронов в месяц и хочет выйти на 5000. Это не просто наращивание производства, это подготовка к затяжной и масштабной войне. Первая в мире вакцина от ВИЧ со 100% защитой, 2 инъекции в год и вирусу конец. Звучит как научная фантастика, но это уже реальность. В США представили первую в истории вакцину от ВИЧ, которая дает практически абсолютную защиту – 99-100%. Да, вы не ослышались, даже при незащищенном контакте вирус не передается. И это не экстренный заголовок, а результаты реальных клинических испытаний. Препарат Естуго прошел 2 этапа испытаний с участием 7000 добровольцев, и результаты шокировали даже самих разработчиков. Никаких побочных эффектов, никаких заражений, полная блокировка вируса. Естуго может стать самой революционной формой ПрЭП, которую мы так долго ждали, с потенциалом повысить охват и приверженность профилактике, добавив мощный новый инструмент в нашу борьбу за прекращение эпидемии ВИЧ. Причем колоть ее нужно всего 2 раза в год. Все, больше никаких ежедневных таблеток, никаких постоянных анализов, просто 2 укола и иммунитет работает. Эту вакцину разрабатывали почти 20 лет. Работа шла тяжело, медленно, с сотнями неудачных прототипов, но результат превзошел все ожидания. Уже к концу 2025 года вакцина появится в США, а затем начнет распространяться по миру. Это настоящий прорыв в медицине, самая надежная и самая долгая по действию профилактика ВИЧ, которую когда-либо создавало человечество. И если все пойдет по плану, это может стать началом конца самой смертоносной эпидемии последних десятилетий. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.